Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал The Handmade. Это вторая часть видео мастер-класса по вязанию вот такого вот бычка по имени Кроха. Итак, давайте продолжим наше вязание. И начнем мы с вязания ножек. Берем пряжу дополнительного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2 и 6. В следующем ряду вяжем 6 прибавок, то есть провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Так, 1, 2, 3, 5, 6. Итак, вяжем 6 прибавочек, в каждую петлю по 2 столбика без накида. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали. Теперь можно отметить новый ряд. И в следующем ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 2 столбика без накида плюс 1 прибавочка. Так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 24 столбика без накида мы провяжем за перегородки между петлями. То есть заводим крючок с изнаночной стороны, выводим сквозь петлю на лицевую сторону. Далее вторая петля, заводим крючок у второй петли с лицевой стороны и выводим ее на изнаночную. И вот мы подцепили одну перегородочку между двумя петлями. И вот за эту перегородочку будем провязывать столбики без накида. Вот один провязали. Следующий точно так же заводим с изнаночной стороны, выводим крючок сквозь петлю на лицевую сторону, заводим с лицевой стороны во вторую петлю, выводим на изнаночную сторону, на крючке у нас перегородка между петлями, провязываем второй столбик без накида. И так повторяем до конца ряда, вяжем 24 столбика без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 4 ряда вяжем без изменения, в каждом ряду по 24 столбика без накида. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 2 столбика без накида плюс 1 убавка. Провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество у нас должно получиться 18. И последнюю убавочку в этом ряду не довязывайте его до конца. На нем мы будем менять цвет пряжи на основной.
Итак, последнюю убавочку не довязываем до конца. Маркер переставляем на новый ряд. Берем пряжу основного цвета и довязываем убавочку. Далее 4 ряда вяжем с вами без изменения. Так что, мгм. 4 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 18 столбиков без накида. Один ряд провяжете, дойдете вот до этих хвостиков, коричневую пряжу отрежете и завяжете на узелочки. Итак, провязали 4 ряда без изменения, новый ряд отметили, и сейчас можем ставить пластиковую пластиночку. Если используете тоже вот такой вот тоненький пластик, как у меня, не забудьте обработать края огнем, вот, чтобы они не были острыми. Итак, вставляем наш пластик. И на этом этапе можем наполнить наполнителем. Наполняем достаточно плотно, но в то же время соблюдаем меру, чтобы игрушка у нас не получилась каменной и тяжелой. Берите наполнитель маленькими порциями и как бы втирая по внутренним стеночкам вязания и вот так вот по кругу изделие крутите вот так в руке и по кругу оно так будет равномерно все ложиться. Продолжаем наше вязание. В следующем ряду будем вязать 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 прибавочка. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 18 столбиков без накида. И наполняем наполнителем по ходу вязания. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вытягиваем вот так вот немножечко петлю и отрезаем ниточку, оставляя небольшой хвостик. Я отрезать не буду, так как у меня это вторая ножка. Вот так вот отрезаем и отставляем в сторону. Вяжем вторую ножку. Вяжем точно так же, только вот у второй ножки мы продолжим вязание. У первой мы провязали 6 столбиков. Это для того, чтобы вот это вот переход от темного к светлому, вот этот вот переход остался сзади. Вот. А у второй ножки мы продолжаем, довязываем до конца этот ряд.
Так, провязали до конца этот ряд. Далее провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Берем первую ножку. Кстати, у первой ножки маркер не снимаем, потому что это уже будет отметка новых рядов. Далее подхватываем петлю первой ножки, подтягиваем ее, выравниваем и подхватываем рабочую нить в следующей петле по ножке уже по первой. Вот, и получается 3 петли на крючке, провязываем их вместе. Это первый столбик из 12, который нам нужно довязать до маркера. Итак, первый столбик провязали и еще вяжем 11 столбиков до маркера. Далее снимаем маркер от второй ножки, он нам уже не понадобится. Хвостик, который был вот от первой ножки, фиксируем на одной из стеночки любой подходящей петли с внутренней стороны и прячем его вовнутрь вязания. Я уже это сделала. И дальше продолжаем наше вязание. Далее вяжем 26 столбиков без накида. 1, 2, 3, 7 столбик без накида. Далее 8 столбик без накида уже пойдет по воздушной цепочке. Вот это по цепочке из воздушных петель. Итак, подхватываем, помогаем себе крючком меньшего размера. Подхватываем рабочую нить и провязываем 8 столбик без накида. Далее посерединочке будет у нас 9 столбик без накида. И 10 столбик без накида мы сейчас провяжем с вами так, чтобы у нас потом в процессе наполнения наполнителем игрушки не было дырочки вот в месте соединения. Итак, подхватываем стеночку третьей воздушной петли, протягиваем рабочую нить. Далее протянем рабочую нить в том месте, откуда у нас поднимались 3 воздушные петли. Вот здесь вот подхватываем рабочую нить, протягиваем и подхватываем теперь уже основным крючком. И на основном крючке у нас получается 3 петли, провяжем их вместе. В предыдущих мастер-классах я в этом месте провязывала лишний столбик без накида. Вот. Но теперь я решила не делать лишнего столбика без накида, а просто провязать вместе. Вот эти вот, ну, чтобы не делать лишний столбик, чтобы был один столбик получился. И вот просто протягиваем ниточку в том месте, откуда поднимались 3 воздушные петли. И все, и дырочки у нас уже не будет. Далее вяжем уже по, получается, это по первой ножке 11 столбик без накида, 12, 13, 14 и 26 столбик без накида. Далее сделаем 4 прибавки, но мы их сделаем через столбики без накида. То есть сначала вяжем первую прибавку, провязываем в одну петлю 2 столбика без накида. Далее вяжем 1 столбик без накида. Далее вяжем вторую прибавку. Далее вяжем столбик без накида. Далее вяжем третью прибавочку.
Далее вяжем столбик без накида и вяжем 4-ю прибавку. И до конца ряда нам еще нужно провязать 9 столбиков без накида. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 46. Далее следующие 5 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 46 столбиков без накида. Далее отмечаем новый ряд, и в этом ряду будем, я все-таки решила, ввязывать по ходу вязания хвостик. Итак, в этом ряду будем ввязывать с вами хвостик. Для начала провяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее берем хвостик. Я все-таки решила кисточку поменять на другой цвет. Сегодня мужа отправила в магазин. У нас тут есть 2 местных магазина по пряжам. Один был закрытый, а во втором не было выбора ни Alize Soft, ни Himalaya Toffee Baby, поэтому у меня полухлопок. Но будет уже такой темно-шоколадного цвета, более подходящий, нежели этот. Я потом сниму вот этот вот цвет и зафиксирую ниточки. Вот это амигуруми, картопу. Так, далее берем крючок меньшего размера, так как мы хвостик вязали крючком меньшего размера, петельки здесь такие туговатые будут. Протягиваем сквозь петлю от туловища крючком. Вот, подхватываем рабочую нить и протягиваем ее сквозь петлю от хвостика. Далее подхватываем основным крючком и провязываем 1 столбик без накида. Далее опять берем крючок меньшего размера, подхватываем петлю от хвостика и петлю от туловища, протягиваем через них рабочую нить. Далее подхватываем. Боже мой, что это было? Аж испугалась. Игрушка. Не знаю, было вам слышно или нет. Детская игрушка тут упала. Такая машинка, наверное. Я аж вздрогнула. Итак, подхватили рабочую нить основным крючком и провязываем 2 столбик без накида. И все, хвостик мы ввязали вязанием. И далее до конца ряда вяжем столбики без накида. Это получается, нам еще нужно 35 столбиков без накида провязать до конца ряда. Провязали. Так, новый ряд отметили. И следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 46 столбиков без накида. Итак, 3 ряда вяжем без изменения. Провязали, отметили новый ряд, и в следующем ряду будем формировать животик. Для начала провяжем 26 столбиков без накида. 3, 4, 5,
25 и 26. Далее сделаем с вами 5 убавочек через столбик без накида. То есть делаем сначала первую убавку, провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. Первая убавочка. Далее вяжем 1 столбик без накида. Вяжем вторую убавочку. Далее столбик без накида. Третья убавочка. Далее столбик без накида. Четвертая убавочка. Далее столбик без накида и пятая убавочка. И до конца ряда у нас еще нам нужно провязать 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Далее отмечаем новый ряд. Далее вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее провязываем одну убавочку. И далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И далее до конца ряда повторим комбинацию из 5 столбиков без накида плюс 1 убавочка. 3, 4, 5. 1 убавка. Так как у нас в предыдущем ряду получилось нечетное количество петель 41, поэтому мы такую комбинацию не можем повторить 6 раз, так как одной петли для одной убавочки не хватит. Поэтому мы провязали вот здесь 6 столбиков без накида и далее продолжаем вязать ту комбинацию из 5 столбиков без накида и одной убавочки. И итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Провязали, отметили новый ряд. Следующие 5 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 36 столбиков без накида. Итак, 5 рядов вяжем без изменения. Провязали, и можно будет наполнить наполнителем. Продолжаем наше вязание. В следующем ряду вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 плюс 1 убавочка. Такую комбинацию вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду будем вязывать с вами ручки.
Для начала провяжем 13 столбиков без накида. 1, 2, 3 и 13 столбик без накида. Далее берем ручку, смотрим там, где у нас был переход от темного к светлому. Это будет у нас смотреть во внутреннюю сторону. Прикладываем к туловищу и провяжем 7 столбиков без накида. Так, где тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, первый столбик без накида. Далее второй, третий, четвертый, пятый, шестой, так, и седьмой. Так, далее вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Далее вот этот вот последний столбик мы провяжем его вместе с ручкой. Получается один столбик с этого ряда и вместе с ручкой мы провяжем еще 6 столбиков, 6 петель с нового ряда. Итак, опять смотрим там, где у нас был переход от темного к светлому, поворачиваем его на внутреннюю сторону и провяжем первый столбик без накида, последняя петля вот этого вот ряда и первая петля ручки, провязали вместе. Далее маркер пока оставим здесь, потом мы его вернем назад. Так, провязываем второй столбик без накида, провязываем третий столбик без накида, четвертый, пятый, шестой, и седьмой. Так, теперь маркер зафиксируем в начале ряда. Так, это первый вот столбик у нас. Вот здесь у нас начало ряда. На второй петле. Так. Далее вяжем один столбик без накида. Вяжем одну убавку.
Далее вяжем 1 столбик без накида, вяжем еще одну убавочку, далее вяжем 8 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, вяжем 8 столбиков без накида, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, далее вяжем одну убавочку, далее вяжем столбик без накида, далее вяжем 2 убавочки подряд. Этот вот ряд, по идее, это тот ряд, в котором должны быть 3 столбика без накида плюс 1 убавочка, как бы вот такое чередование. Но из-за того, что здесь вязаные ручки, я как бы эти убавочки немножечко раскидала, чтобы не делать убавки там, где вот привязываются ручки. Итак, провязали 2 убавочки подряд. Далее вяжем 1 столбик без накида и провязываем убавочку. Можно было, конечно, добавить лишний ряд, провязать его полностью без убавочек, вот, чтобы не заморачиваться, но тогда получится слишком высокая вот, ну, как бы шея, ну, будет некрасиво, поэтому сделала здесь вот такие вот, раскидала эти убавочки, и вышли мы на общее количество петель 24. Итак, далее в следующем ряду вяжем 2 столбика без накида, 1, 2, плюс 1 убавочка. Вяжем такую комбинацию до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Ой, девочки, я извиняюсь, игрушка уже такая немножечко длинноватая, чтобы вязать ее под камерой, поэтому получается идет опора на стол, и стол трясется. Ничего с этим поделать не могу. Провязали. Еще немного наполним наполнителем. Продолжаем наше вязание. В следующем ряду вяжем 2 столбика без накида плюс 1 прибавочку. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 24 прибавки. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Итоговое количество петель у нас должно получиться 48. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 8 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 48 столбиков без накида. И кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующую. Это получается третья заключительная часть видео мастер-класса по вязанию бычка по имени Кроха. Всем спасибо большое, что вяжете вместе со мной. Всем пока-пока.